Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске Александра Трусова вернулась в родной Хрустальный. Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Наталья Бестемьянова поделились мнением по поводу ухода Александры Трусовой из Академии Евгения Плющенко. Алексей Ягудин: для Тутберидзе пора строить новый каток. Елизавета Берестовская перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в Академию Плющенко. Сообщение о том, что Александра Трусова вернулась в родной Хрустальный и уже приняла участие в тренировке группы Этери Тутберидзе, громкой сенсацией не стало. Еще месяц назад на такое развитие событий намекнул генеральный директор Центра спорта и образования самбо-70 Ренат Лайшев. В своем комментарии он подчеркнул, что отец Трусовой – мастер спорта по самбо, и у него большое желание вновь увидеть напротив фамилии дочери в стартовых протоколах самбо-70. Трусова вернулась, и Евгений Плющенко, отработавший с ней минувший сезон, высказался на своей страничке в социальной сети и предупредил, что других комментариев не будет. Попросил уважать личное пространство. Хорошо, что сам сообщил, а не поручил это Яне Рудковской. Стоит обратить внимание на несколько нюансов. Прежде всего, Плющенко отметил, что завершение сотрудничества произошло по обоюдному желанию сторон. Контракт между Академией Ангелы Плющенко и представителями 16-летней фигуристки. Сама она, естественно, подписывать столь серьезные документы не может. Истек 30 апреля, и продлевать его не стали. Академия Плющенко, как он и его супруга постоянно подчеркивают во всех интервью, предприятие частное. Оно может строить отношения со спортсменами по принципу работодатель, наемный работник. В государственном предприятии, коим является Центр спорта и образования самбо-70, сделать это в рамках существующей нормативно-правовой базы сложнее. Не случайно Плющенко в своем обращении в социальные сети акцентировал внимание на нескольких нюансах. Надеемся, что все обещания, которые даны ей старой новой школой, будут выполнены, подчеркнул Плющенко. Отметил Плющенко и то, что Александра уезжает из Горок, где теперь базируется Академия его имени, на белом коне с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте. Не преминул теперь уже бывший главный тренер Трусовой заметить, что его ученица после вируса восстановила арсенал из 5 четверных прыжков. О том, что с таковым она и пришла к нему, предпочел не вспоминать. Для Этери Тутберидзе возвращение Трусовой вслед за Аленой Косторной и Евгенией Медведевой, с одной стороны, триумф. Теперь всем окончательно стало ясно. Уходить от лучшего тренера мира, в надежде обыграть оставшихся верными Хрустальному фигуристок, это безнадега. Только очередное возвращение прибавит проблем, прежде всего, Даниилу Глейхенгаузу. Хореографу группы Тутберидзе нужно поставить, как минимум 6 коротких и 6 произвольных программ, с которыми можно замахнуться на олимпийские медали Пекина. Это без учета Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые по-прежнему официально считаются претендентками если не на место в олимпийской сборной, то на стипендию члена сборной. Даже такому талантливому постановщику, как Глейхенгауз, справиться с подобной сверхзадачей практически невозможно. Пожалуй, уже на контрольных прокатах в Челябинске, осенью, будут видны расставленные в группе Тутберидзе приоритеты. Конкуренцию девчонкам из Хрустального теперь сможет составить только Елизавета Туктамышева, которая на протяжении многих лет не мечется в поисках своего стиля и своего тренера. История же Трусовой, да и Косторной заставляет задуматься о том, насколько не соответствует существующая система переходов современным реалиям. Это в США или Канаде, где за все платят родители или найденные ими спонсоры, достаточно расплатиться с предыдущим тренером и без проблем перейти к новому. В России значительную часть расходов несет государство и спонсоры, найденные федерацией. Именно они оплачивают прихоти родителей Трусовой без всяких гарантий, что возвращение в старую новую школу принесет новые медали. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу ухода Александры Трусовой из Академии Евгения Плющенко.
На переход Трусовой смотрю абсолютно положительно, нужно всегда возвращаться домой, что она и сделала. Сейчас главное справиться с эмоциями и усердно тренироваться. Что касается Плющенко, то он ничего не исправил, не привнес и не вложил в нее ничего нового, поэтому все кажется логичным, сказала Тарасова. Александр Жулин высказался об уходе Александры Трусовой из Академии Евгения Плющенко. Вообще без понятия, почему так произошло, были сказаны вещи о том, что она остается до Олимпиады у Плющенко. Сейчас ситуация поменялась, видимо они что-то там внутри группы проговорили между собой, какие-то моменты не совпали. Надо понимать, что Женя не пропадет, он в любом случае двукратный олимпийский чемпион, у него все нормально в финансовом плане. Может быть, это был у него такой пробный момент, стать сразу топовым тренером. Трудно сказать, возможно он хочет еще сам немного покататься, делать ледовые спектакли и чуть попозже начать более активную тренерскую работу. Здесь могло быть и родительское влияние, там все решения принимают в основном родители. Немного есть ощущение такого метания, когда читаешь, что они просились к Арутюняну, и просили не закрывать двери перед Тутберидзе. Я их могу понять, все родители, включая меня, немного сумасшедшие. Они все хотят результата для своего ребенка. Какой ценой, вот здесь порой мозгов и не хватает. Нет никаких рецептов, это их дочь, их жизнь, их Олимпийские игры. Но мне кажется, что все будет в единственном числе, потому что в нынешнем моменте девочкам с четверными прыжками проехать 2 Олимпиады практически невозможно, сказал Жулин. Наталья Бестемьянова прокомментировала возвращение фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе. Переходы – это очень сложный и комплексный опрос. Дело в том, что я не в курсе, какие были причины, что ей нравилось, что не нравилось. Но я уважительно отношусь к любым действиям такой уникальной спортсменки, поэтому пусть делает, что она считает нужным. Что касается родительского влияния, то не надо забывать, что Саше 16 лет, и родители имеют право высказывать свое мнение, они все время с ней, она им доверяет, дружит с ними и прислушивается. Так что мы не можем знать точно, почему было принято такое решение. Эти переходы нужны только в том случае, если будет результат. Поэтому можно сказать, что она надеется и рассчитывает на то, что что-то изменится. Помнится, при переходе от Тутберидзе к Плющенко мы ждали, что программы Трусовой будут более насыщенные эмоционально, а не будет только беготня за элементами как раньше. Но ничего не изменилось, она продолжает также бегать за сложнейшими элементами и ничего вдохновенного не было привнесено. Это не вина тренеров или хореографов, это реалии большого количества четверных прыжков, пока что она не хочет отказываться от них. Конечно, стабильность четверных также должна присутствовать, но она, мне кажется, не изменилась от перехода к переходу. Возможно, Саша повзрослеет и сможет внести одухотворенность в программу. Будем надеяться, что переход будет способствовать этому и оправдается, сказала Бестемьянова. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал уход Александры Трусовой из Академии Евгения Плющенко. Я и раньше высказывался, когда спортсмены уходили к Плющенко, придерживаюсь мнения, что все покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас хочу пожелать Жене продолжать работу несмотря ни на что, и все-таки попытаться вырастить своих чемпионов. Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так. Также я думаю, что в сложившейся ситуации для Тутберидзе, наверное, пора строить новый каток. Потому что на одном хрустальном столько фигуристов, я просто не представляю, как их всех там уместить, сообщил Ягудин. Фигуристка Елизавета Берестовская перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в Академию Плющенко. Видео с тренировки спортсменки было выложено в Instagram школы Ангелы Плющенко. В марте этого года владеющая четверным тулупом 13-летняя Берестовская перешла к Тутберидзе из команды тренера ЦСКА Сергея Давыдова.